Всем привет, меня зовут Константин, и это «Другая сторона». В сегодняшнем ролике мы посмотрим жуткие видео, на которых различные сущности, призраки, полтергейсты были сняты на камеру. А перед началом ролика не забудьте поставить свой царский лайк, написать любой комментарий и поделиться видео с друзьями. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем! Заправочная станция. На следующем видео из Индии, которое буквально облетело весь интернет, мы видим группу людей, которые, как сообщается, устроили своеобразную вечеринку по случаю дня рождения, находясь при этом на заправочной станции. Примерно через 3 секунды после начала ролика можно увидеть таинственную фигуру, которая быстро перемещается на заднем плане, прежде чем исчезнуть. Никто из участников вечеринки, похоже, не замечает аномалий, и тот, кто снимает, никак не реагирует. Некоторые предположили, что призрак мог быть отражением проезжающего мимо автомобиля или даже струйкой дыма от того, кто курил сигарету за кадром. А вы как считаете? Напишите свое мнение в комментариях. Заброшенный дом. Следующее видео было найдено на YouTube. Алистер исследовал старый заброшенный дом в лесу и сначала не заметил, что снял что-то действительно жуткое. После просмотра видео он заметил нечто тревожное и решил узнать мнение своих подписчиков. Смотрите внимательно. This looks like it must have been at one point a pool. And here's the main house. Okay. Cool. Did it pop it to me out? Сначала можно не заметить, но когда Алистер поворачивает камеру, в одном из окон можно увидеть бледное лицо. Нечто будто наблюдало за ним, когда он приближался к дому. А как вы думаете, действительно ли блогер заснял настоящего призрака в этом заброшенном доме? Или это просто все обман зрения? Кладбище Роуз-Лоу. В следующем видео Ян решает посетить кладбище Роуз-Лоун в Миннесоте, которое считается населенным призраками местом. Кладбище было неформально открыто в 1886 году, когда полковник Уильям Маршалл похоронил здесь своего боевого коня. В дальнейшем земля была продана, а место преобразовано в общественное кладбище. Тем не менее считается, что множество разных духов до сих пор преследуют могилы, и один из них тот самый конь Уильяма Маршалла. По легенде, если ты посетишь это место, то сможешь услышать звуки копыт, а если присмотришься, то увидишь и отпечатки. Те, кто посещал кладбище, говорили также, что слышали шепот и необъяснимые шаги, а также видели темные фигуры, которые стояли около надгробий. По еще одной легенде, призрак, которого называют улыбающийся Джек, обитает на этом кладбище. Согласно местным рассказам, в полицию поступило несколько звонков от человека, который оказался запертым внутри мавзолея. Но когда они ответили, что полиция так никого и не нашла, местные жители решили, что перед ними привидение. Его прозвали улыбающийся Джек, потому что в задней части мавзолея находится витражный портрет улыбающегося человека, который был похоронен там. Ян идет на кладбище и начинает исследование. Makes me wonder why they would seal it. Like, what reason would they have to do that? I don't know. It's pretty weird. Вау, что это было? Здравствуйте. Здравствуйте. Все в порядке.
Я только что услышал что-то прямо перед собой. Вы тот самый дух, который обитает в этом мавзолее? Вы здесь? Подайте мне знак, если вы здесь. Хорошо, это было где-то здесь. Hello? Hello? There's nobody. I keep hearing like footsteps walking around this. Спустя несколько минут после входа он замечает движение и пытается понять, что это было. Но уже вскоре он слышит шаги, будто на кладбище он находится совсем не один. Несмотря на опасения, он продолжает исследовать кладбище в поисках ответов. Интересная маленькая птичка щебечет на заднем плане. Я думаю, вы составите мне небольшую компанию. Это жуткое кладбище. Вау, что за чертовщина? Что это было? Это было похоже на голос. Я только что слышал, как кто-то разговаривал. Черт возьми. Кто вы такой? Почему вы здесь? Не могли бы вы сказать еще раз? Ребята, здесь никого нет. Yet, I just heard somebody clear as day. Срань Господня. Это было прямо у меня за спиной. Спустя несколько мгновений Ян слышит голос, доносящийся от одного из надгробий. Послушайте, кажется, что кто-то сказал ему привет, но оказалось, что все только начинается, и дух говорит, что он находится прямо здесь, около Яна. Он продолжает исследовать территорию кладбища и видит нечто действительно загадочное. Anyone over here? Как я уже сказал, в этом месте так много мавзолеев. Их почти больше, чем надгробий. Там никого нет дома. Эй, какого хрена? Это что, только что сдвинулось с места? Этот долбанный ангел только что повернулся и посмотрел на меня. Вы это видите? Он смотрит прямо на меня. На самом деле у меня от этого мурашки по коже. Я не хочу приближаться к нему. Oh God, okay. Hello? Who just moved this statue? Как, черт возьми, вы это объясните? Она стояла лицом в эту сторону. Прямо как мать Мария здесь. А теперь посмотрите, она буквально повернулась на 90 градусов. I mean, that is supernatural. I don't know how else you would explain that. Статуя ангела начинает двигаться, будто специально поворачиваясь к Яну, чтобы посмотреть прямо на него. Это не на шутку его пугает, и он сначала сторонится этого места. Но вскоре Ян все же решается подойти и посмотреть вблизи на статуи ангела. Не могли бы вы снова передвинуть ее? Если да, то нажмите на зеленый индикатор. О, хорошо. Давайте посмотрим, сдвинется ли она с места.
What? Did you see that? Черт Holy возьми, shit, она it только just moved что again. снова сдвинулась с места. I Я не cannot могу believe в это that. поверить. Thank you. Спасибо вам. Thank you so Большое вам much. спасибо. Я I'm not больше gonna не ask буду any more просить from за you, себя, okay? хорошо? Я просто grab my возьму вот K2? здесь свой кейс. Oh my god, dude, I cannot believe that. And best of all, I caught that on camera. I know I did. Holy crap. Используя Spirit Box, ютубер просит духа показать себя. Он понимает, что здесь действительно кто-то есть, так как оборудование реагирует на паранормальную активность, а затем и вовсе статуя начинает двигаться, когда Ян стоит прямо около нее. Он не может поверить в то, что ему удалось увидеть на этом кладбище. Но на этом все не заканчивается. Когда Ян идет по кладбищу, он слышит некий шорох в кустах. Он решает подойти и проверить, но в итоге пугается еще больше. It came from this grave over here. Кто It was over здесь? here. Я I не mean, you know причиню harm. вам вреда. О, как Weird, странно, this grave эта is, like, могила buried словно in the зарыта среди trees. деревьев. Ее can't даже не see it. видно. Вот она. Grove. Это It's definitely a определенно fitting подходящее название. Was that you who moved these bushes? Oh, jeez! Oh! I take that as a yes. Holy crap. God damn. That Они gave me чуть a не heart довели attack. меня до сердечного приступа. to Честно be говоря, fair, я there имею could в be виду, birds что in здесь here. могут быть птицы. Я look собираюсь around. осмотреться. I Я didn't не hear any слышал flapping никаких noises. хлопающих крыльев. Oh gosh. Oh, please don't Пожалуйста, scare не me again. пугайте меня снова. Я не вижу seeing any никаких birds or птиц или anything. чего-то подобного. I know you're probably thinking I'm a crazy person right now. I don't know. I don't know what to make of that. Кто-то или что-то шевелит деревья, когда Ян находится около них. После осмотра этого места, решив, что это могли быть птицы, и тем самым успокоив себя, ютубер продолжает бродить по кладбищу. Дальше он видит мавзолей, дверь которого почему-то открыта, хотя обычно она заперта. Это заставляет его задуматься. Ян пытается выяснить, есть ли там кто-то, и слышит неожиданный ответ. You normally never see this. Все эти хранилища заперты. Так что это заставляет задуматься, как же это открылось. Либо у кого-то должен был быть ключ, либо что-то открыло его изнутри. Something opened it from inside. Hello? Здесь anyone in есть there? кто-нибудь? Holy Кто-то just только said что hello. сказал привет. Hi. Как What's вас your зовут? Меня name is зовут Ian. Йен. I've got chills. I've got chills. Кто-то или что-то будто здоровается с ним, хотя внутри мы никого не наблюдаем. Он спрашивает, как зовут предполагаемого духа, но в ответ получает неразборчивую речь. А спустя буквально несколько секунд происходит нечто шокирующее. Holy shit. This is insane. I wonder if I should go inside of it. I don't know if that's a good idea. Whoa! Whoa! Did that just move? That door just opened even more! Even more! Дверь мавзолея открывается, будто нечто приглашает Яна войти внутрь. Настороженный, но смелый Ян принимает предложение и отправляется прямо туда. If that thing closes, you're gonna hear me scream. Oh. Что за хрень? Мне только что показалось, что что-то коснулось моей шеи. Вы только что прикоснулись ко мне? Я почувствовал, что вы только что прикоснулись ко мне. Ребята, у меня здесь возникает действительно жуткое ощущение. Что это было? Oh God, get me out of there. Oh God, damn.
The thing just launched right at me. Спустя некоторое время после осмотра он чувствует, будто что-то его коснулось. Испытывая жуткие ощущения, Яна не перестает преследовать паранормальную активность, так как ваза в мавзолее начинает двигаться. Блогер решает покинуть мавзолей, но продолжить исследование кладбища. Стоп, что за чертовщина? Там вроде как горит свет. In there. Вы это видите? Это странно. Посмотрите на это. Видите это? Я никогда раньше такого не видел. Before. Это мавзолей с подсветкой внутри. Lights in it. Да, look только at that. посмотрите на это. Там It's все all lit up in освещено. there. Я попробую knocking on постучать it. по нему. Посмотрим, что получится. Я даже этого не могу сделать. Мне мешает этот забор. Это That is так so странно. weird. Я никогда never раньше seen that такого не before. видел. What? What the hell? What the hell is going on? Только Light что just went погас out. свет. Он It literally буквально just went только out. что погас. Кто Who is здесь in here? находится? Я едва могу Barely разглядеть, seen it. что там внутри. The mesh. И я can see вижу enough. достаточно. know Достаточно, that чтобы there's no one понять, in что there. там никого нет. I mean, why would there be? Она Locked. заперта. Туда No way никак to не get in попасть. Я думаю, я был бы more freaked out еще if there больше was an actual напуган, person если in бы there. там был настоящий человек. Что the это, hell is черт that? возьми, такое? Он замечает еще одно помещение, и Яну кажется, что там горит свет. Отправившись прямо туда, блогер решает постучаться в окно. Однако через мгновение в мавзолее будто гаснет свет. Ян показывает, что дверь заперта, и туда никто не мог проникнуть. Но что же тогда это было? Ян решает снова использовать Spirit Box в попытках найти дух улыбающегося Джека, о котором в этом месте ходят легенды. Jack, if you can hear my voice. Не могли бы вы дотронуться до этой зеленой лампочки? Используйте столько энергии, сколько вам нужно. Подайте мне знак, что вы здесь со мной. Whoa, 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 whoa! Holy shit! Holy! Блогер просит показать себя, и ответ его шокирует. Дверь вдруг начинает шататься, будто кто-то хочет выйти из мавзолея, но не может. Ян делает несколько фотографий в надежде заснять духа, обитающего на кладбище. Однако ничего не обнаруживает. Но он обращает внимание на еще один мавзолей и заходит прямо туда. Что за чертовщина? Oh my god. That sent a jolt down my spine. Я должен туда заглянуть. Здесь должен быть хоть один человек. Hello? О, как странно. Вы это видите? Это окно как будто светится. It's like glowing. Оно действительно светится. There's a fucking shadow in there. Спустя несколько мгновений он видит темную фигуру, которая реально пугает. Предполагая, что это мог быть дух того самого Джека, Ян говорит, что он находится на пределе и решает закончить это расследование. Так что вы думаете, кто действительно обитает на кладбище Роуз-Лоун в Миннесоте? Нечто на дороге. В
следующем ролике мы увидим ночную трассу в Аризоне. Когда водитель ехал, он заметил что-то странное на дороге. Давайте посмотрим. Справа от автомобиля появляется полупрозрачная фигура, напоминающая человека. На этом видео заканчивается. Зрители писали, что это мог быть человек, который погиб здесь, на этой трассе, и все еще не может уйти в другой мир. Мистика везде, в каждом углу тени. Ужасы под кроватью, призраки в аллее. Контент морозит кровь, ты дрожишь. Другая сторона, страх это фетиш. Смех сквозь темноту, юмора искра. Мистический канал, истории у костра. Подпишись, не бойся, уже пора. Наш телеграм на все времена. Подпишись на телеграм. Где призраки играют. Будешь смеяться и дрожать. Другая сторона. Нет времени объяснять. Подпишись на телеграм. Дом с привидениями. Следующее видео было загружено девушкой по имени Сара. По ее словам, в интернете она нашла одно загадочное видео, которое содержит убедительные доказательства паранормальных явлений, и решила им поделиться. Сара рассказала, что первоначально видео было опубликовано пользователем по имени Алан Тернер. При этом его страница в соцсети была совершенно пустой. Немного предыстории. Отснятый материал, который мы собираемся посмотреть, был снят в печально известном месте в Англии. Дом прозвали одним из самых известных мест с привидениями в Великобритании. Посетители и гости сообщали, что слышали голоса, шаги и видели нечто вроде действий полтергейста. Самое интересное, дом можно снять в аренду, чтобы самому прочувствовать и испытать эти эмоции. Давайте наконец посмотрим видео. God. You can't scare me, you I'm coming. Sorry for swearing, people. Someone's just moved the bag. Oh. The f***ing hell. Okay, Fred, if this is you, piss off. I am your friend. I'm coming up. Well, I'll just have a rest. Right, you stop bloody banging your cow. I'm coming up. You're not scaring me. That is for Alan. To prove that it is top at Bannister. Hello, Pauline. I'm shitting myself. Right. This is little... What? Sounds like there's something in that bedroom. Sometimes it opens the door for you. Emma, if you're in there, can you open my door, please? That's the attic. Can you let me in, Emma? I don't know where to go now. Dare I go towards it? Open door. What the f*** was that? It's not funny when you're on your Todd. Emma, open door for me. There. Okay. That. Fuck. Top of the stairs.
Девушка по имени Кэрол исследует дом и идет наверх, чтобы разобраться с шумом, который она слышала. Спустя мгновение кто-то или что-то закрывает дверь ее спальни. Кэрол явно в ужасе от происходящего, но сейчас она заперта наверху. У нее нет выбора, и она продолжает съемки. Now I want to go back down now. I want to go back down now, seriously, and I dare twatting move. Hello? I'm sorry for camera checking, but it's... Big mistake, this doing this cleaning at night. Stupid mistake. Right, I'm coming back to the stairs. I don't... Ah! Oh, God. Oh, Mum. Oh, I don't want my mum because she's an ass, but there you go. Come on, I'm going to man up now. Well, not man up because I'm a woman. I'm going to woman up now. Come on. Can anybody hear what I can hear? Can you hear it, Chris? That's it, that's it, that's it, that's it. Hold on, let me go. Oh, I can't, I have to pass it. Now. Right. All right, just leave me alone for 5 till I get downstairs, please. Just leave me alone. Somebody's just said something to me. Who's on? Oh, I'm going to shit myself. What? Right, I'm coming out, wherever you are. This isn't funny no more. This is not funny. Right, I've just shut door. Bed, I'm going to sit on the... I daren't move. Oh, someone's just stopped on that cupboard. Jesus Christ. I'm sat here. I am in it. I've had to shut... I've shut door. You know, Chris, this is what we hear all the time, but when we're in house and we're talking, we're taking a notice of it. But, oh, does anybody want me to ask anything? What the hell? Are you sure you heard breathing sounds? Are you sure it's not me, Chris? Oh! I want to go down. All right, I'm sorry. I'm not freezing. Freezing's coming to the bedroom. What was that that's just gone past this? Oh, God. I'm going to go down. I've had enough. Кэрол находится в ужасе и ожидает чего угодно. Вдруг кукла буквально летит в нее из другой комнаты, а затем слышен звук, будто кто-то говорит «Выходи, пожалуйста», а затем раздается нечто похожее на рычание. Somebody's just said something to me. What? Испугавшись, Кэрол уходит в одну из спален и запирается там. Однако дверь открывается, а девушка уже готова заплакать и рассказывает зрителям свои ощущения. Она вдруг почувствовала, что нечто холодное прошло около нее и находится рядом с ней в комнате. Спустя время Кэрол продолжает слышать голоса и наблюдать за паранормальными явлениями. Do you like it when people's in house on their own? There's something on the landing. God, Chris, I wish you were here. What are you, Victoria? I think it's Teddy that's in Emma's room. What the was that? Eileen, I hope you're hearing this, and Anne-Marie, I hope you're all watching this and that's swearing. What was that? Whatever that were, I don't know, because it sounded like something dropping, but I don't know where.
Okay. Emma, if that's you want stairs, will you move, please? Because I want to go down. Oh, that's me breathing very deeply. The lights just come on. The frigging light has just come on. Oh. I know I'm fed up today and a bit down, and I did scream and bawl when I come in the house and told it not to come near me and to F off and all this I'm sorry. Right, I'm going to get up and go back on. Maybe I might not. Emma, if this is you, sweetheart, will you just leave me alone a minute so I can get downstairs? Please. Just leave me alone a minute. I'm coming out of Philip's bedroom now, just leave me. Oh, I can hear tapping in that cupboard. I don't know where... Oh, I don't know where to go. I'm right, I'm going to go on to landing. Oh. What the hell? All right, I think I've had enough. I want to go down. I want to go... Right, I'm going to go... I'm going to... Watch, because I'm going to kick the teddy back. Water's running in the bathroom. I'm going to go in and have a look. There's got to be somebody in there. There's really got to be something in there. Something's growling in the bathroom. Затем свет в коридоре включается и открывается кран в ванной комнате. Она также обращает внимание на картину, которая, кажется, смотрит прямо на нее, и ей становится жутко. Emma, I'm sorry for shouting, sweetie. Will you open the door for me, please? I have just seen something. I have just seen something. Right, that's it. I'm off down. I can't take no more. I am off frigging down. The things I do for you lot. Oh, someone's following me. Не все заметили, но когда Кэрол поворачивает камеру в сторону спальни, можно заметить аномальную белую фигуру. Кэрол в конце концов добирается до лестницы и думает, что за ней следят, поэтому убегает из дома. Девушка считает, что она действительно обнаружила внутри нечто паранормальное, и многие зрители с ней согласны. А вы бы хотели переночевать в таком доме с паранормальной активностью и увидеть все то, что увидела Кэрол? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Черноглазая девушка. В следующем видео нечто пугающее было замечено среди деревьев в печально известном районе Англии. Расположенный в сельской местности Стаффордшира, район, известный как Кеннок-Чейз, с годами приобрел репутацию места обитания всевозможных странных и тревожных вещей. Как туристы, так и местные жители сообщали обо всем. От НЛО и паранормальных явлений до наблюдений странных существ, бродящих по лесу. Это конкретное наблюдение, на котором видно то, что было описано в СМИ как черноглазая девушка, сделано благодаря дрону, который несколько лет назад заснял таинственную фигуру в лесу. Посмотрите, фигуру можно разглядеть довольно отчетливо, и она похожа на женщину с длинными волосами, которая просто стоит и смотрит. Исследователь паранормальных явлений Роберт Плюм сказал, что у них было много сообщений о черноглазой девушке, которую видели гуляющие поблизости. Причем сначала она выглядит как обычная девочка, и прохожие беспокоятся, что маленькая девочка потерялась в лесу. Затем они видят ее глаза, и она просто исчезает.
Но действительно ли на кадрах была видна призрачная фигура? Решать только вам. Неизвестный объект. Семья переживает паранормальную активность после того, как нечто совершило аварийную посадку у них во дворе. Странности начались еще 30 апреля прошлого года, когда семья из Лас-Вегаса сообщила, что какой-то неизвестный объект спустился с неба и совершил аварийную посадку у них на заднем дворе. Некоторое время спустя один из членов семьи позвонил в полицию, чтобы сообщить об инциденте. Он сказал, что рядом с объектом находилось нечто ростом 8 футов, и у него большие глаза, и оно смотрит на них. Мужчина добавил, что это было похоже на инопланетян, так как у них большие блестящие глаза. Семья убеждена, что это не были обычные люди. Когда полицейские прибыли на место происшествия, несколько других членов семьи подтвердили факт наблюдения, а другие жители также сообщили, что они видели, как что-то упало с неба. В то время Американское метеоритное общество утверждало, что причиной наблюдений был метеорит. Всего было получено 21 сообщение по Калифорнии, Неваде и Юте. Тем не менее, не всех, похоже, удовлетворило это объяснение. Перенесемся в настоящее. И теперь Энджел Кенмор, тот самый подросток, который сообщил о происшествии в полицию в прошлом году, сказал в интервью, что странности не закончились на разбившемся объекте. An internationally renowned expert in evidence and crime scene reconstruction to examine that Las Vegas video. And we thought surely he would have some answers, and he did. They just weren't the answers. Теперь он утверждает, что нечеловеческое существо, которое он видел в тот день, возможно, было демоном, и что с тех пор дом семьи страдает от паранормальной активности. В одном случае, как сообщается, был замечен христианский крест, который находился в доме и плавал в воздухе, в то время как статуэтка Иисуса была сорвана и брошена через комнату невидимой силой. Жаль, но мы никогда не узнаем, что же это за объект был на самом деле. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также, как всегда, напомню вам про наш телеграм-канал. Все ссылки на него будут в закрепленном комментарии и описании. Также и в описании будут ссылки на донаты для тех, кто хочет поддержать канал финансово. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! I'm young, I'm bold, I'm the story untold. I'm the fire that's hot, never cold, never old. I'm the laugh in the crowd, the one standing proud. I'm young, not old, say it loud, say it loud. Check the clock, it's you the clock, no time for the old tick-tock.